Чтобы не тянуть резину, сразу начну с заключения. Аниме Фрирен, провожающее в последний путь, один из редчайших случаев, когда адаптация значительно лучше манга оригинала. В ней убрано большинство выбивающихся из сеттинга вещей. Добавлены новые сцены, лучше раскрывающие мир, а визуал и музыка делают мир куда богаче. Эх, сравнение аниме и манги. Классическая рубрика на моем канале. Тут был Fairy Tail, тут был Bleach, а теперь здесь будет и Фрирен. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А первая серия аниме начинается с того, что нам рассказывают, что Фламме нашла ореол. Вот этого мува со стороны студии Madhouse я вообще не понял. Что за Фламме, мы еще не знаем. К чему это все нам рассказывают, тоже. Зачем впихнули, непонятно. В манге же ничего такого не было. Пати героя Гиммеля спокойно ехала по лесу и обсуждала, что будет делать после победы над королем демонов. В аниме же простой лес поменяли на поле, услаждая зрителя шикарными планами и видами на столицу. Дальше вы тоже заметите, что манга больше тяготеет к лесам и закрытым пространствам. Аниме же наоборот показывает равнины, поля и широкие планы для масштаба, ибо аниматоры любят и умеют такое рисовать. И чтобы не быть голословным, вот вам момент уже вечером этого же дня, во время празднества. В манге отряд стоит у каких-то торговых лавочек, в аниме же на полноценной обзорной площадке замка, что выглядит круче и по статусу им больше полагается. Также в манге отряд стоит у разрушенной стены. Откуда она там взялась рядом с лавочками, вообще непонятно, город вроде как не осаждали. Причем на соседней странице Гиммель опирается уже на стену без провала, а на нижнем фрейме провал снова появляется. Понятное дело, аниме куда более последовательно. Зато в манге отряд стоит и смотрит на звездопад как на физре, по росту, а в аниме как попало. Дальше в аниме проходит 50 лет, и когда Фрирен снова встречается с Гиммелем, то в аниме в его комнату добавили платяной шкаф с костюмом времен похода, на который тот смотрит с грустью. В манге такого нет и в помине, а ведь это еще один хороший штрих к характеру персонажа. Далее четверка идет в новый поход. И вот тут у меня уже рука не поднимается написать в сценарии, что момент любования звездопадом в аниме лучше. Да, пролет камеры красивый, но в манге разворот просто шикарный, и его не портят даже обработанные фотографии гор на заднем плане. В общем, Гиммель умирает, и сцена похорон в аниме изменена. Например, того самого фрейма из манги, когда-то продавшего людям видос Гигука, в аниме тупо нет. Зато сами похороны в манге длятся очень мало. В аниме же процессу прощания и закапыванию гроба с телом героя посвящено больше времени. В манге на все про все хватило всего 4 страницы, что явно недостаточно. В аниме сцена куда сильнее. Еще один важный момент, добавленный в аниме, это когда Фрирен держит в руках кольцо, купленное Гиммелю, который он в свою очередь отдал ей. В манге такого задела на будущие серии нет и в помине, а в аниме нам показывают, что это буквально одна из немногих вещей, оставшихся у эльфийки от героя. Проходит еще 20 лет, и Фрирен навещает Гайтера. И тут сразу же видно, насколько художник не парился над рисунками в манге. Вы вообще представляете, чтобы кто-то жил в таком доме? Непонятное дощатое нечто посреди леса. К тому же еще и без флюгера на крыше, который там появится в этой же главе через 14 страниц. Последовательность явно не про художника манги. В аниме же типичный добротный дом, построенный на возвышении от сырости, а нижняя обвязка сделана каменной. Сзади дома пристройка, а впереди колодец. Потому что это средневековье, блин, откуда еще воду брать, как не из колодца? Ну и всякие мелочи, типа плюща, обвившего стены дома, или ставень, потому что шторы еще тогда не каждый мог позволить. Что я так докопался? Да то, что вся манга нарисована из рук вон плохо в плане зданий и интерьера. Настолько, что это ни в какие ворота не лезет. Но это вы еще увидите. Давайте переходить ко второй серии. В первой половине ничего интересного нет, но вот сцена воспоминаний травницы в аниме длится чуть подольше, чем пара фреймов манги. Ну и раз уж заговорили про нее, в манге ее дом точно такой же пустынный, как и 99% других манго-домов. Просто все дощатое и все. В аниме же дом травницы похож на дом травницы.
лестницы, пучки трав висят под потолком, имеется второй этаж с книгами, да даже стол стоит не полупустой. А и еще запор на двери. В деревне, откуда я родом, в каждом доме был точно такой же. Ну и как же не похвалить просто охренительные виды лесов. Причем, если вы начнете приглядываться, то увидите, что состав лесов, полей и растений будет отличаться по мере продвижения Фрирен на север. В манге же каждый лес похож на предыдущий. Помимо этого, я хочу вам сказать, что все диалоги и фразы из манги перенесены один в один, поэтому я на них и не заостряю внимание. Ну и еще из изменений. В манге во флешбеке Фрирен засеяла цветами какую-то непонятную пустынную скалу. В аниме же целое поле рядом с разрушенной церковью. Скрытый смысл вы можете найти сами. А мы переходим к третьей серии. И здесь в манге у меня натурально бомбануло. Первый же фрейм встречает нас с двухмачтовиками, которые стоят, уткнувшись в кирпичный берег. Ну кто так корабли ставит? А грузы как перемещать? А разворачивать их потом? К тому же город явно одноярусный и раскидывается на отфотошопленные горы. Что же в аниме? А в аниме все в порядке. Пристань есть, стены вокруг города есть, и сразу видно, что он многоярусный, так как дальше в серии героини будут сидеть на открытой обзорной площадке. Манга, как всегда, косячит. Где еще манга косячит, так это в моменте, где Ферн перечисляет, что Фрирен, помимо зелий и черепов монстров, купила книжку об истории магии, которая выстрелит чуть дальше в серии. В манге она никакую книжку не упоминает. И вообще она там появляется просто так, из ниоткуда. Что-то я слишком расхвалил аниматоров, вот они и нарисовали улицы, где все перекошено, а здание посередине вообще согнуло под острым углом. Видать, насмотрелись на некоторые виды из второго сезона реинкарнации безработного. По подсказке справа сверху вы можете поглядеть инсайды, почему там было все так плохо с графикой. Идем дальше. И снова вот вам комната, в которой остановились девушки. Явно дорогая гостиница, потому что есть шторы, балкон, все выглядит красиво и аутентично. Угадайте, где они жили в манге? В очередной квадратной деревянной коробке. Как постояльцы должны жить в почти голой комнате, я не представляю. А вот художник, похоже, представляет. Ну и вот, собственно, та самая обзорная площадка, которая невесть откуда появилась в манге. А в аниме она еще и сама по себе выглядит лучше. Еще из мелочей. Во флешбеке Фрирен держит в руках черное нечто с английской надписью «меню». В аниме же меню стилизовано и специально для долгой жизни сделано на доске с металлической вязью на углах. Хотите еще глупостей из манги? Их есть у меня. Чуть дальше Фрирен обучает Ферн защитной магии. И в манге после выстрела лучом земля вспорота в том числе и на том месте, где стоит Ферн. Будто бы сначала был выстрел, а потом Ферн просто встала в проделанную канаву. Что же в аниме? А в аниме луч разделился на две части, и за Ферн земля осталась невредимой. Тут вы скажете: «Стил, ты дурак? Может, магия как раз правильно работает в манге?» А я вам показываю буквально следующую страницу, и там видно, что Ферн сидит на неуничтоженном клочке земли. Просто две соседние страницы. Мангу, похоже, в издательстве совсем не проверяли, потому что иначе у меня нет объяснений таким косякам. И на этой же странице еще одна глупость. Фрирен атакует Ферн заклинанием по закрученной траектории, и в манге выстрел попадает ровно в девушку. В аниме же Фрирен больше печется о здоровье своей ученицы и развеивает заклинание за секунду до попадания. Перебивки между сценами похода происходят во время ходьбы. И если в аниме девушки переходят реку по крутому каменному мосту, который похож на те, которые остались от римлян, то в манге это драный дощатый мосточек. В общем, баклажан с мороженкой приходят в деревню. И когда староста провожает их до места, где запечатан кваль, только в аниме они проходят мимо придорожного камня с подношениями, видимо, местным духом. И тут меня сразу флешбэкнуло третьим Ведьмаком, где такие же камни были на дорогах. К сожалению, я не знаю, что это такое и как они нормально называются, но если вы знаете, пишите в комменты. Тем не менее, это очень крутая визуальная отсылка на реальный мир. В аниме вечереет, Фрирен вспоминает про книгу, а я снова возбуждаюсь на детализацию. Посмотрите, как выглядит деревня в манге. Просто 4 одинаковых домика, которые стоят наперекосяк. В аниме же это натуральная деревня.
из нескольких домов. Стоит забор, потому что какая деревня без заборов? Растут подсолнухи и виднеется церквушка. Да взять даже такую мелочь, как лестница на верхнюю кровать. В манге это обычная деревянная лестница, скорее всего сколоченная гвоздями. В аниме же она куда проще и приземленнее. Это просто несколько связанных между собой палок, потому что иначе будет слишком жирно для деревни. Наутро девушки пытаются убить демона Кваля. И если вы не знали, с немецкого слова «кваль» переводится как «мучение» или «пытка». В аниме вообще все имена говорящие. Про это я рассказывал в ролике, который появится по подсказке справа сверху. Там много интересного. Посмотри на досуге. Так вот. Сам бой с демоном изменен в лучшую сторону. В аниме, пока Ферн защищается от атак, Фрирен взлетает, а Кваль удивляется тому, что кто-то не из монстрячьего рода может спокойно летать. И после этого Фрирен дырявит его зальтраком. В манге же Фрирен стреляла из-за спины Ферн, стоя на земле. Почему аниме-версия лучше? Во-первых, это куда красивее выглядит в анимации. Во-вторых, Кваль получил попадание под неожиданным углом, поэтому не защитился. В-третьих, нам еще нагляднее показали, что магическая наука в руках людей развивается очень быстро. А в-четвертых, заклинание полета и невозможность его использования 80 лет назад еще сыграет дальше по сюжету. Так что режиссеру аниме мой лайк. А этому видео ваш лайк и комментарий. Они очень помогают в продвижении. Видео длится вот столько минут, а мы закончили только 3-ю серию. Поэтому давайте я чуть уменьшу градус въедливости. В 4-й серии на самом деле только один серьезный косяк. И на этот раз обвиняется не манга. Как вы помните, Фрирен в обмен на книжку взялась помогать очищать пляж. В манге они магией собирали доски и складировали их. В аниме же они их сжигают. У меня один вопрос. Зачем? Деревенским жителям что, не надо бесплатного дерева? Да, оно побывало в морской воде, но его же еще можно высушить. И в аниме, и в манге видно, что магички вытаскивают из воды совершенно нормальные доски и бочки. Нормальная струганная доска или бывшая мачта всегда в хозяйстве пригодится. Да даже в крайнем случае на растопку. А тут они жгут дерево просто так. В общем костре на улице. Тут манге плюс, а аниме получает неуд. Серия номер 5. Когда Фрирен встречает Айзена... Я знал. Да откуда ты все лезешь? Так вот, в аниме флешбэк перетекает в настоящее время через руки Дворфа, которые ослабели за эти годы. Показывается это медленным состареванием. Момент неплохой, но в манге он в разы мощнее. Ведь там нет этого плавного перехода, а фреймы рук находятся на разных страницах. Просто вот так перелистнул и все, постарел. Как по мне, манга просто за счет того, что это постраничная история, куда сильнее выглядит на этом моменте. Ну и да, я вас, наверное, уже достал, но дом Айзена самый наглядный пример пофигизма художника манги. Та же самая страница с руками. Поглядите, где живет Дворф. Судя по всему, живет он как типичный холостяк, которому ничего не надо, кроме стола, стула и компа. Только комп отсутствует. Еще и размером 5 на 5 метров. Внутри, кстати, настолько же пусто, но площадь уже где-то 7 на 7. Что в аниме? А в аниме Айзен живет явно в прорубленной в скале пещере, где, тем не менее, есть место, где он готовит пищу, на стенах стоят полки с утварью, и в целом помещение выглядит обжито и целостно. Я уж не говорю про то, что Дворф, живущий в дощатом доме, это камон какой-то. Серия номер 6, и в ней нас знакомят с новым членом отряда Старком. После проникновенного разговора баклажана с Ржулей в аниме добавили новую сцену, в которой, во-первых, кратко показывают окровавленный кулак, а во-вторых, то, как Ферн возвращается на постоялый двор. И здесь не только нифиговый такой ракурс нашли, но и показали, что Ферн на самом деле очень верит во внутреннюю силу Старка. А на утро происходит бой новой пати с драконом. Точнее, только Старка, но тем не менее. Угадайте, сколько страниц в манге отведено такому важному событию? Одна. Точнее, одна страница на пафосную встречу, одна на флешбэк, одна на бой и одна на осознание того, что он убил его одним ударом. Как это выглядело в аниме, вы сами прекрасно помните. Там примерно 2 минуты хорошей анимации боя, где Старк успел и поуклоняться, и подбегать, и за чешую подержаться. Аниме снова побеждает. Дальше в этой же серии группа попадает в пограничный город, и пути дальше нет. Пока Фрирен бегает непонятно где, Ферн
Ферн и Старк пытаются найти способ, как пробраться через заставу. И когда нам показывают очередную перемотку времени, то в манге на одном из фреймов можно увидеть классическую для японских РПГ официантку в костюме девочки-зайчика. Выглядит она, конечно, миленько и все дела, но вот студия Madhouse решила, что вложила слишком много сил в иммерсивность окружающего Фрирен мира и убрала из этого момента официантку. Плохо это или хорошо, решайте сами. Ах да, вот так выглядят в манге здания в этом городе. Просто одинаковые стрёмные домики. В аниме же фэнтезийный город выглядит хотя бы отдаленно похожим на город эпохи раннего Возрождения. Это все еще не Роа из реинкарнации безработного, но все же. В 7 серии нет значительных изменений, поэтому переходим к 8, в которой в самом разгаре арка с демонами-парламентерами и графом Гранатом. Но нас интересует конкретно молодой понторез Драхт и его нападение на Фрирен. Когда эльфийка легко с ним расправляется, в манге не совсем понятно, что происходит с кровью, которую он перед этим обильно расплескал. Создается такое ощущение, что тела демонов исчезают, а вот кровь остается. Поэтому совершенно непонятно, почему графу не доложили не только об убитом стражнике, но и о луже крови в камере. Аниме же исправляет эту проблему, наглядно показывая, что вместе с демоном исчезает и его кровь. Правда, глобально это ни на что не повлияло. Граф все равно не поверил в бегство Фрирен. Чуть дальше в этой же серии Ферн и Старк решают пробраться в замок и убить Люгнара. В манге это заняло одну страницу, где они просто перемахнули через какой-то заборчик и влезли в окно. Слишком просто для графского замка, не находите? В аниме же эта сцена сильно расширена, а попутно еще и показано, что маги в этом сеттинге могут на многое. И пока Старк плыл и карабкался по стенам, Ферн пробежала по воде, а через стену просто перелетела. Ну, хоть графский замок выглядит как нормальная крепость внутри крепости. А, и еще. Во время монолога Люгнара о Фламме в аниме сильно разнообразили визуальный ряд. В манге Люгнар просто стоял у окна и балаболил. В аниме же он пафосно рассказывает о Фламме, а в это время нам показывают Фрирен и Фламме, а также то, как она накрывает барьером пробившееся сквозь снег растения. Что-что, а визуального разнообразия в аниме куда больше. Ну и в самом конце серии аниме хотя бы пытается исправить еще одну идиотию из манги. По манге во флешбеке Люгнара Фрирен стоит на горе трупов демонов. Это точно они, потому как видны рога. Вот только мы уже знаем, что демоны распадаются на ману сразу же после смерти, и такой кучи трупов просто быть не может. Тем не менее, эффекта черных частиц, летящих в небо, не нарисовано. В аниме же хотя бы попытались это исправить, показав, что вся эта гора, которую наубивала провожающая в последний путь, распадается на ману. Просто делает это медленно. И именно поэтому Фрирен может пафосно стоять на трупах. Вообще, изначально я хотел сделать ролик сразу по всей первой половине аниме, а это 16 серий. Но итоговый сценарий растянулся на 40 минут, поэтому вы смотрите только первую часть. Вторая же уже доступна, но пока что только для моих подписчиков на Бусти, к которым вы можете присоединиться по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. На Ютубе же ролик выйдет, как обычно, через неделю, в воскресенье. Там и увидимся. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.